Привет, меня зовут Элина Федорова, я модель, блогер и создатель проекта Уиспенс. Сегодня мы с вами будем говорить о пищевых привычках. К сожалению, вредная еда очень распространена во всем мире и в Штатах в том числе, но я очень рада, что мои подписчики сделали разумный выбор в пользу правильного питания, потому что сам факт того, что вы смотрите это видео, вы этим интересуетесь, говорит о том, что вы хотите вести здоровый образ жизни, и это круто. Ребят, представьте, что от того, что мы едим, зависит все. Зависит наше настроение, наше самочувствие, качество нашего тела, наша кожа и даже запах. Мы есть то, что мы едим в прямом смысле этого слова, потому что еда является стройматериалами для клеток нашего организма, которые там периодически обновляются. И просто подумайте, какого качества у вас эти стройматериалы. Самый главный совет для людей, которые хотят перейти на правильное питание, это заранее планировать приемы пищи. Когда вы знаете, что у вас будет на завтрак, обед, ужин и на перекусы, ваша жизнь гораздо упростится, и вы будете питаться всегда здоровыми продуктами. Почему люди употребляют фастфуд? Вообще переводится фастфуд как быстрая еда. Конечно же, это в первую очередь из-за нехватки времени и из-за неграмотного планирования. Когда вы знаете, что вы будете употреблять, и когда вы заранее все это приготовите, это очень облегчит переход на правильное питание, потому что естественно, у вас не будет нужды бежать в супермаркет посреди дня и покупать какие-то вредные продукты, какую-то выпечку и все, что может отразиться на вашей фигуре и на вашем здоровье. В плохом смысле, конечно же. Если мы говорим о правильном питании, это не означает, что нужно отказаться от кафе и ресторанов. Есть множество мест с прекрасным меню, с полезными блюдами. Да и вообще в любом ресторане всегда можно найти более полезную опцию, да, какого-то блюда. Тут уже зависит только от вашей осознанности. Также, если у вас есть проблема с перееданием, то я рекомендую вам сократить ваши порции. Съедайте только, например, 3/4 вашей порции. Таким образом, конечно, вы будете меньше есть. Если вы собираетесь поужинать в ресторане, будет неправильно не пообедать, потому что в итоге вы просто переедите, да еще и на ночь. Поэтому очень важно не пропускать все приемы пищи, а их должно быть 5. 3 основных и 2 перекуса. Самым распространенным мифом есть то, что употребление жиров будет способствовать набору веса. Дело в том, что тут уже зависит от того, какие именно жиры мы употребляем и в каком количестве. Наш организм не может нормально функционировать без жиров, потому что они влияют на наш иммунитет, на гормональные функции, на усвоение витамин. Нужно свести до минимума употребление насыщенных жиров, а также нужно отказаться от трансжиров, которые содержатся в майонезе, в жареном, в пицце, да, и так далее. А также нужно регулярно употреблять, в умеренном количестве, ненасыщенные жиры, которые содержатся в таких продуктах, как авокадо, в орехах, также в оливковом масле. Самое главное с умом подходить к составлению вашего рациона питания, чтобы там были все необходимые компоненты. Откажитесь от сладких газированных напитков. Уже 1000 раз было сказано на ТВ, в интернете о том, насколько это вредно, и, к сожалению, множество людей по-прежнему покупают колу, спрайт, и причем покупают не только себе, а еще и своим детям. В этих напитках содержатся не только горы сахара, а еще и скрытые калории. Чаще всего, если человек употребляет там банку колы, он не думает о том, что это как полноценный прием пищи, хотя она таковым и является. Также существует рекомендация для людей, что касается суточной нормы искусственно добавленного сахара. Для девушек это не больше 25 грамм в день, для мужчин это не больше 35 грамм. В одной баночке колы содержится где-то 40 грамм сахара, это примерно 10 чайных ложек. То есть можете себе представить, да, выпивая одну банку колы, вы уже превышаете свою норму сахара. По данным за 2018 год, люди в России употребляют в год примерно 39 килограмм сахара. И это на самом деле ужасная статистика, потому что 200 лет назад люди употребляли за год где-то меньше 1 килограмма сахара. Многие врачи сравнивают зависимость от сахара даже с наркотической зависимостью, потому что действительно, чем больше человек употребляет сахара, тем больше ему хочется. Возможно, вы сами по себе замечали, насколько бывает сильное желание съесть что-то сладкое, какую-то шоколадку, какой-то торт. Если вы уже испытываете подобные симптомы, это говорит о том, что у вас зависимость от сладкого, и нужно срочно с этим бороться. Естественно, как любая зависимость, очень сложно от нее избавиться, но возможно. Нужно постепенно сокращать употребление сахара, а также искать другие альтернативы, более полезные. Например, на моем сайте Уиспенс вы сможете найти множество полезных рецептов, именно десертов, которые не содержат в своем составе сахара и которые вы сможете употреблять без зазрения совести.
Также есть такой лайфхак. Перед каждым приемом пищи, даже самым минимальным, даже если это будет какой-то фрукт, выпить стакан воды в обязательном порядке, где-то за полчаса до приема пищи. Когда вы будете делать это регулярно, у вас это просто войдет в привычку, а также это позволит вам отличить реальный голод от психологического. Еще есть такой момент, что наш организм не всегда отличает чувство жажды от чувства голода, поэтому порой, возможно, нужно попробовать выпить воды, и вы поймете, что на самом-то деле вы не были голодны, а просто ваш организм нуждался в жидкости. Возможно, для некоторых сложно и непривычно выпивать несколько литров воды в день, а некоторым не нравится вкус обычной воды, поэтому можно добавлять туда ягоды, лимон, мяту, кубики льда, и при этом вода будет более вкусной. Я предлагаю вам вести дневник питания. При этом можно его вести в упрощенной форме. Не обязательно расписывать калории, там очень все подробно. Достаточно просто создать 2 колонки. В одной из них писать вкратце то, что вы ели, например, яблоко, десерт, рис с овощами, рыба и так далее. Во второй колонке надо писать, по какой причине вы это ели. То есть тут может быть несколько вариантов. Либо же вы были действительно голодны, либо же вы ели по какой-то другой причине. Я вам рекомендую вести этот дневник в течение недели. Затем нужно обратить внимание на триггеры, которые вас побуждали есть, если вы не испытывали действительно истинное чувство голода. То есть нужно обвести, например, повторяющиеся триггеры. Несколько раз вы употребляли еду от скуки, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в вашем доме не было там большого количества конфет. Либо же, если вы хотите их есть, нужно просто их покупать в очень ограниченном количестве. Другой момент – это изменение ваших ритуалов и нездоровых привычек. Смысл ритуалов – они освобождают нам энергию от принятия каких-то решений, то есть они делают наши действия автоматическими. Ритуалы бывают как полезные, так и не очень. Например, в случае медитации, человек, который привык медитировать каждое утро по 15 минут, он будет это делать просто на автомате, не задумываясь, потому что это уже, так сказать, часть его жизни, это просто рутина. Либо же вредные ритуалы, например, как купить печенье. Человек привык, что каждый раз после рабочего дня он заходит в магазин, покупает себе какое-то печенье, а потом ест его за просмотром сериала. Естественно, нам нужно какое-то время, чтобы внедрить в свою жизнь новые привычки. Но это того стоит, потому что действительно вся наша жизнь, она состоит из привычек. Поэтому начните менять свои привычки прямо сейчас. Создавайте свои собственные полезные ритуалы. Очень важна реалистичная постановка цели. Когда у вас есть конкретная цель, сроки ее выполнения, когда она вам ясна, конечно же, вам будет проще к ней двигаться. Я рекомендую установить для себя какой-то лимит. Если вы регулярно употребляете какие-то батончики, шоколадки, начните с того, что вы будете употреблять, например, только горький черный шоколад. И сделайте себе лимит 1 плитка шоколада в неделю, например, и потом постепенно сокращайте еще. Для своих целей вы можете использовать записные книжки, либо же смартфоны. Например, существует множество приложений, которые помогают все это делать. Либо же я рекомендую вам просто купить очень красивый блокнот, куда вы сможете записывать свои мысли, свои цели. Там вы сможете вести дневник питания. Очень круто, когда это все в одном месте. Тогда все становится более, систематизировано, понятно, и цель становится яснее. Еще такой лайфхак. Я рекомендую вам записать бенефиты, преимущества, которые вы получите, если вы перейдете на правильное питание. Просто запишите для себя, что вы получите, что вы ожидаете. Например, красивую фигуру, стройное подтянутое тело, идеальную кожу, хорошее самочувствие, бодрость. Когда вы это запишете, вы сможете периодически это перечитывать, и это будет вас мотивировать, чтобы продолжать питаться правильно. Самое главное делать все постепенно. Когда вы смогли изменить одну свою пищевую привычку, смело переходите ко второй. И если у вас что-то не получается, если вы отклонились от плана, не нужно себя ругать, не нужно себя торопить. Дайте себе время. Поверьте, лучше делать это постепенно, плавно и при этом поменять свою жизнь навсегда, нежели просто попробовав неделю забросить вообще и никогда не возвращаться. То есть все нужно делать очень грамотно, с умом. И поверьте, у меня тоже получилось не сразу, у меня тоже потребовалось какое-то время, чтобы перейти на правильное питание.
Я постепенно изучала этот вопрос, я изучала полезные блюда, я училась их готовить, я постепенно внедряла в свою жизнь различные полезные привычки. Я находила правильную, грамотную, полезную замену вредным продуктам. Также на своей платформе Wispens я создала для вас расширенную версию этого видео, в которой я поделюсь с вами полезными лайфхаками, что касается правильного питания, как выбирать правильно продукты в супермаркете, на что стоит обращать внимание. Также я для вас сделала неделю бесплатного пользования Wispens, для того, чтобы вы могли понять, подходит ли для вас этот сервис, либо же нет. Но я уверена, что он вам понравится. И если видео вам понравилось, ставьте лайк. Также напишите в комментариях, какая бы тема, касающаяся питания, была бы вам интересна. Я обязательно запишу для вас такое видео. Всем пока! Gotta keep pushing, pushing, yeah. Ready